сильный выгнуть, да? Агрессивно. Назад чуть-чуть. Хорошо. Еще. Здорово. Так, ноги супер сейчас. Отлично, переводим. Еще раз так. Еще раз. Еще раз, Максима. Переводим. Отлично, собирай. Оп, еще раз. Постараемся и не агрессивно принять. Так, да? Хорошо. 5.
Санджара тема топ-спин справа.
Отлично. Пойдем, поменялись, один сюда. Вот 5. Еще, пока. Нет, надо, да, убрать этот мяч. Он же удобный тебе, да, он не уходящий. Его надо готово? Хорошо. У Кристины тема, когда менять направление второй подачи.
Давай.
No, control. Go forward. Go. One more like that. One more, Pavel. 2. Okay, other side. 2 times. 1. Again. Okay. 1. Finish set, huh? 2. Okay, one more. Yes. 1. And 2. Okay, one more round. Last round. No mistake. No mistake. Start with Pavel. 1. 2. 3. One more inside. One more. And, one more. Ой, извини. It goes, but the exam depends on what it's really a correct or wrong answer. Практически экзамен зависит от различных факторов, от игроков, от настроения, от погоды. А письменным только правильный ответ, только ваши знания. So now we're back at some items here might be discussed in might be taken up in the test. И мы возвращаемся к нашим теоретическим занятиям, то есть и возможно, что невозможно, а точно будет несколько вопросов по этой теме. Okay, so today we're going to talk about planning or periodization. И сейчас мы поговорим о планировании или периодизации, другими словами. Okay. So by the end of this short talk, we should understand first the definition and the benefits of periodization. Мы должны с вами понимать преимущества периодизации и что это такое вообще. And we should, as coaches, we should be able to make our own periodization for the players, plan for the players. И мы должны уметь делать, самостоятельно составлять план периодизации для своих игроков. Especially tournament players. Особенно для тех, кто играет соревнования. Okay, what's the difference between periodization and plan? В чем разница между периодизацией и планом? Ну, план это что мы хотим сделать, а периодизация, когда по датам, ну, как по срокам. Planning is what we want to do, and periodization is the divided by the periods. Right. There's a difference. The time. Okay. Plan is like overall, like generic, like how to become good player, physical, mental, all that. Want to be number 1, like that. But periodization is dividing the training into different time phases to achieve the whole plan. План, как Кристина сказала, это что-то такое общее, что мы хотим стать сильнее, быстрее, выше, лучше и так далее. Периодизация – это то, что мы разбиваем на временные отрезки для того, чтобы достичь общего плана. So it's not only for a coach. It's not only that you have a direction or you go or a goal in mind. Для тренера это не только цели или мысли, да, в голове, которые. But to have an effective process to get there by using periodization, by the time, by having sensitive phases to make it. You're aware of the sensitive phases to make it more efficient and faster, your improvement. Не только цели, которые у вас в голове, но еще сделать этот процесс максимально эффективным, максимально быстрым для того, чтобы достичь поставленных задач. So the definition, you have a big annual plan and then you divide it into phases of training. Определение периодизации – это годовой план, который разделен на определенные фазы. So each phase has its specific goals and targets. У каждой фазы есть определенная специальная задача и продолжительность. And it's within 1 year. И это все на протяжении целого года.
So example, you're here, you work here in this academy, this school, and you already know the schedule for the year. Let's say for junior players, you know when the Australian Open is, you know when French, you know when the junior events are. That's why you have a whole year calendar. И, предположим, вы работаете здесь в академии, вы уже знаете календарь на целый год, то есть когда самые большие турниры, и вы, соответственно, составляете план, исходя из этих турниров. And you also have maybe local big tournaments which you want your players to win, or it can be that big tournament. Those are the champions of that will be selected to the national team. So you prepare a training phase for that. И это могут быть не только какие-то международные турниры, это могут быть и местные турниры, на которых, предположим, игроки отбираются в национальный сборную. И, соответственно, вы готовите фазы, то есть разбиваете на фазы для того, чтобы максимально подготовиться к этим соревнованиям. So, yes, tennis is one of the sports without an off season, unlike, let's say, NBA, basketball. So they start sometime October up to the finals in July. So after that, you have a few months of rest and recovery. Теннис является тем видом спорта, в котором нет периода отдыха. То есть, если мы, предположим, возьмем баскетбол, у них сезон начинается где-то в октябре, заканчивается в июле. Вот после того, как закончился финал, у них есть там несколько месяцев отдыха и восстановления. And the higher your level, the better player you are, the more the coach needs to do the phases properly to maintain motivation, to maintain focus, or to stay away from injury. И чем выше уровень игрока, тем точнее должен тренер определять эти фазы для того, чтобы сохранить уровень, достаточный уровень мотивации и снизить риск получения травм. Training should be done in an efficient way. So it's not, even if you're a very good, let's say, fitness coach, you also need to time it properly, what to develop in the player and at what specific time. И работать нужно эффективно, что это значит. То есть, если мы, предположим, тренер по физподготовке, наша задача, то есть, задача тренера работать с игроком таким образом, чтобы развивать те качества, которые нужны или которые наиболее развиваемы в данный отрезок времени и в сочетании с другими качествами. So before, like me, when I was young, the training is, the more training, the better. The more you let the children train, the more hours, the better. Как думали все, когда были молодые, чем больше тренируешься, тем как бы лучше. Чем больше часов, тем лучше результат. But the problem is you can get overtrained, so you can get injuries or burnout. Но на самом деле такой подход приводит к тому, что игрок либо он сильно перегружен, либо он выгорел, либо у него травма. Он получает травму. And before, the immediate solution is to lessen the training. But the problem there is, if you lessen the training, you'll get a lesser result also. И все думают, что немедленным решением является снижение количества тренировок. И на самом деле, чем меньше тренировок, тем, соответственно, не хуже результат. So it's not only the quantity of training, but the time, when you do it at the right time and at the most efficient time. Поэтому это не сколько, это про количество, не только про количество времени, которое вы уделяете тренировке, но еще когда и в какое время вы этому времени уделяете. So that's periodization. Это периодизация. So another purpose is, yes, balancing the intensity, meaning how much to do it, how hard to do it, how much to do it, and to also think about the recovery. Целью периодизации, основной целью периодизации является баланс между тем, насколько сложно нужно, насколько сильно нужно загружать,
насколько много этого нужно делать и когда нужно дать отдохнуть. It's also something you study. The time, how much time you should work out the upper body, how much time you work out the lower body, how much time before it becomes overload. So you need to know and study these things. Вы должны знать, сколько нужно времени для того, чтобы работать над верхней частью тела, сколько нужно работать над нижней частью тела, и сколько нагрузки будет, чтобы достаточно для того, чтобы перегрузить игрока. So what are these words? What are the meaning of these words? Let's say you connect it to tennis training. What does volume mean? Если мы свяжем эти слова с тренировками, что они будут значить? Первое – это объем. Is that the volume of the radio or? Количество. Yes. What Radio. does volume mean? Что значит Громкость. Количество работы. объем? Yeah, meaning, let's say in a drill. Let's say В упражнении что будет значить объем в упражнении? Количество. Пример. Количество ударов. number of how many balls? 10 balls. That's volume, or 20 balls. Okay. What's intensity? Что значит интенсивность? Скорость, которая... Нет, скорость... За какой период времени проделать? Да. Это же интенсивность. На каком пульсе? Right. Yeah, maybe the faster, slower. How hard you hit it. You know, how fast in between feeds. Yes. Yeah. Okay. So The effort you put in. intensity means the number of shots within the amount of time. Yes, and how hard it is. How much effort you put into it. Интенсивность – это количество ударов за определенный отрезок времени и то есть, с какими усилиями они выполнены. Frequency. Частота. Я извиняюсь, чтобы вас не путать, интенсивность – это насколько игрок выкладывается. Насколько он выкладывается, это интенсивность. А частота? Как часто игрок тренируется? Это частота, количество игроков. Если, например, фотографию ударов, Как часто выполняет задание? So like if you connect it to a drill, the frequency is how many sets, like that. Maybe how many sets they're gonna do the 10 balls. Okay, how hard the first set, 10 balls, harder, back, rest. Second set, even harder, intensity even harder. And then another set, maybe softer, something like that. интенсивность – это вот, чтобы то есть, подход один игрок делает 10 ударов с максимальной силой. То есть это интенсивность. Frequency. А частота – это вот как часто он выполняет этот удар. То есть сколько ударов он делает за отрезок времени. То есть он может делать 10 ударов условно там, за 10 секунд, а может за 20 секунд этих ударов. То есть вот это частота. So that's how you connect it. That's just in the drill. Okay, so that's how you connect it when doing your training plan. You think of the volume of training, the frequency, how hard, when you're going to do hard training during the week. Is it hard in the start, hard in the end, more repetition here, more repetition there. So yeah, that's how you develop a plan. What that was about. This whole thing, I just gave an example how you do it within a drill. But that's also what you do when you make a calendar of events regarding your training. When you're going to do a lot of, let's say, a lot of running for endurance. When you're going to do power, so more intensity, less repetition, something like that. And what about the time? I just missed the things. Yeah, type is what you want to work on: mental, physical, technique. И тип работы, тип области, то есть область, над которой вы будете работать в своем цикле. То есть, когда вы создаете цикл, вы опираетесь на эти 4 пункта, на эти 4 понятия. То есть, в какой период у вас выше интенсивность, в какой период вы больше работаете над частотой и так далее. Okay, so this is what we talked about a while ago. Periodization and planning difference. Periodization is dividing into phases. It can be
months, weeks, and days, and even within a day, what should be trained. That's periodization. Периодизация очень четко определяет временные рамки. То есть это может быть сезон, это может быть месяц, это может быть неделя или даже день. And planning is more overall. What do the overall goals, overall schedule, and all that. И все эти отрезки, они соединяются воедино, и получается общий глобальный план. And I'm sure all of us have plans when we train our players, but it's better to maybe write it down, keep it in file, so that they can see how it goes and make adjustments for the next year. То есть, я уверен, что у каждого из вас есть план. И задача все время следовать своему плану для того, чтобы в конце сезона отслеживать прогресс или же регресс и делать коррекцию на следующий год. Remember, when we want to convince our players, we learned that in the start of the week, when we want to convince our players, we always back it up with information that has happened in reality that you can tell them so that they can believe you. И так, в те случаи, когда нам нужно убедить своего игрока, мы помним, что мы можем ссылаться на ту информацию, на ту базу данных, которую мы собрали, для того, чтобы донести до него нужное значение. And this looks good on you as a coach. Not only by the player, also by the parent. It makes them believe you more. They will believe you more if they see something. И это делает вас лучше в глазах игрока, в глазах родителей, то есть они начинают вам больше верить в этом случае. Actually, yeah, we can. And then we can continue later. We can stop. Yeah, we can continue this later. So the characteristics, before we end, the characteristics of periodization, determining the training cycles, stress and recovery, how much effort to put in it, and thinking of the recovery, combining training, maybe combining mental with physical, and even within physical, combining them. Основные характеристики периодизации. Что сюда входит? То есть это первое, что должно быть, это тренинг. Когда нужно выводить игрока на пик его результативности, понимать, что нужно сделать для того, чтобы избежать перетренированности, определить, какие будут циклы у вас, сколько они будут по продолжительности, какой объем работы вы будете в них выполнять. То есть будет ли это специальный подготовительный, это будет общий подготовительный период и так далее. Учитывать моменты, где вы будете чувствовать, что игрок уже перегружается, у него стресс, переполнение этого стресса, это может быть психологический стресс, это может быть физический стресс. То есть, соответственно, под это состояние планировать какие-то восстановительные мероприятия. Если это длинный цикл, то значит какие-то длинные периоды отдыха с активными занятиями другими видами спорта и так далее. То есть полностью переключение. Если это короткий период отдыха, то может быть просто день отдыха, отоспаться, сходить в кино, бассейн и так далее. И комбинация тренировок, то есть как вы будете их совмещать. То есть это будет чисто ОФП продолжительные, чисто теннис, или это же будет ОФП вместе с теннисом, или же это будет теннис какой-то чисто игровой. Okay. Yes. Okay, so later on, after the certificate, smile. After that, okay, so it's important when you make it, the first thing you put there is the tournaments, the important dates. Okay, so that you can base your training around these important dates. One of the characteristics is stress and recovery. We should be knowledgeable of to put enough work, but also put enough rest. Especially when this is also important when we do physical fitness. You know, let's say you want to do, if you want to do, let's say you're working on endurance. What's the work ratio of endurance? I think probably the physical fitness guy discussed it yesterday. What's the
What's the work and rest ratio if you're working on endurance? No, Work I know. against rest. yes. No, he didn't tell us He yesterday. didn't No. discuss that. No, More or he less. was talking about, yes, endurance is very, like, difficult. Yes. But I know, it's about twice a week, one practice, 48 or 72 hours rest. 3 days. Yes. Twice a week. Twice a It's week. good to do the endurance. No. Once or yeah. Right. So you cannot do that. It's not advisable to do that maybe too much days in a row. Yes. Okay, you have to leave. Skip a day. Okay? Again, we said this a while ago. Too much work can lead to burnout. Less work can lead to not achieving your potential. So you have to balance it. Okay? Roland, can I translate? Yes. Перегрузка ведет к выгоранию, перетренированности. Недостаточная тренированность ведет к тому, что можно не развиваться. Вот нужно учитывать баланс. What's the difference of active rest and total rest? Active rest and full rest. Active is like the different sport, like swimming. Yes. And Active. Yes. Maybe you're doing different rest. Even us in this 12-day course, right? No, actually 11-day course. We also have one off day in the center to clear. Still active rest. No, total rest. One day is total rest. One day total rest to clear that. On the 7th day, you come in fresh. Because if it's 12 days too much, it's 11 days straight, that's proven that it'll be difficult. That's why we even have the half day in between. Okay, 2 half days. Даже в рамках одного курса предусмотрен 1 день, потому что знают, что нужен 12-дневный курс, нужен по-любому 1 день отдыха для того, чтобы немножко перезагрузиться. Okay, sometimes you have to combine training. So sometimes you work out too much and you sacrifice your mental side. Too much physical, sacrifice mental. Maybe too much physical, maybe in this phase, you do a lot of fitness, you do a lot of playing, and maybe you lose. Mentally not that good, but sometimes you have to combine it because of the plan, because of your time-based plan. Иногда опираясь на план, то есть, иногда мы можем сделать так, что мы много времени уделяем физической подготовке и упускаем из виду психологическую часть. И вот когда мы составляем план глобальный, мы это дело можем совместить, чтобы работали и физически, и психологически. Avoid overtraining. We should really be, especially for high level, we should be conscious of this because, as we said, too much training mentally, also physically, is not good for the player. Мы должны избегать того, что мы перетренировываем наших спортсменов. Это может быть как физически, так и психологически. This happens when. That's why even if you have a plan, sometimes you need to adjust. If you see that nothing is improving with the player on that time, it can be they have too much school, too much training, family problems. So if it's too much, you have to take care of it and watch out for it. Иногда даже когда у вас уже есть готовый план, вам нужно все время под него подстраиваться, потому что бывает такое, что у игрока какие-то домашние проблемы, какие-то в школе могут быть там дополнительные нагрузки. Это все нужно учитывать. So when you see your schedule, when you lay out the tournaments, the schedule, then you figure out where you want your student to peak. И важно определить, где будет пик производительности вашего игрока. То есть вы определяете это посредством того, что вы распределяете соревнования, то есть график соревнований выстраиваете. So what do you mean by peak? Is peak only
the time when you play your best tennis? Is it best fitness, best mental? What do you think? What do you think? What do you understand with peak? Что вы подразумеваете под понятием пик? Oh, total. Yes, it's all. Okay. It's easy to peak physically because you can just schedule the training and what to do. But it's hard to peak mentally, confidence-wise, and even technically. Очень легко. То есть к понятию пика относятся все составляющие. То есть и всегда легко вывести на пик, если мы говорим только про физические кондиции. То есть, но гораздо сложнее, если мы говорим о психологии, о тактике и обо всем вот этом вместе, как в едином целом. And of course, you can't stay at your peak for a long period of time. That's why you have to plan it out through the schedule of tournaments. You can't stay at your peak for a long period of time. That's why you have to plan it out depending on the schedule of tournaments that you have. Невозможно находиться в состоянии пика очень продолжительное время, поэтому важно его планировать, всегда планировать. And of course, if they have to talk to it with a coach, let's say, Nadal, when does he want to peak? For Nadal, usually, previous years. French Open. Yes, he has that clay court season. Yes. Right? Even within the season, it's the last week, which is the French Open. Right? Sometimes a few tournaments, they would accept a loss, the preparation tournaments before the French Open. He doesn't have to win all, but he wins all. But he doesn't have to. If he loses sometime in the middle, it's okay, as long as they keep on maintaining the peak. То есть если what was the beginning? Okay. Nadal's peak is the French Open. That was the one. Okay. Yeah. То есть если возьмем пример Надаля, то есть предыдущие, когда у него была цель всегда выходить на пик Ролан-Гарроса. То есть был сезон грунтовый, но цель всегда была Ролан-Гаррос. То есть он мог даже в середине где-то что-то проигрывать, то есть, но это не было критично, потому что он подводил себя именно к победе, именно ко второй неделе даже Ролан-Гарроса. It's actually Wimbledon is easier because it's only about 2 weeks, maximum 3 weeks. French, the clay court season is a bit longer, and hard court season is a bit longer. И если сравнивать грунтовый сезон, там как будто как бы легче в силу того, что он короче. Но это только кажется. А грунтовый сезон плюс сезон хардкорта он сложнее, потому что он длиннее. Plus, French Open is more physically demanding and at the same time mentally demanding than grass court season. Плюс ко всему сезон грунтовый он гораздо более сложный в отношении физических требований, психологических требований, нежели травяной сезон. So imagine how harder it is for a coach to keep your player in that peak for a longer period of time. Представьте, насколько тренеру сложно удерживать игрока в состоянии пикового на протяжении длинного времени. Okay, time for you guys to. No periods, so they will check it in the book. Not this thing. Annual things. Yeah, so here's an annual plan. The one sheet. No, there is an annual one, so you just compare. So it's 12 months. 12, the whole year. But it's only 3 months, I think. It's only half of the page. Смотрите, план такой. 3 команды есть уже? Первая команда. Девочек, а какие команды будут? Ну, как мы делали, может, да. Сейчас 4 получается. Не. Вот, ну, вот так вот.
команда. Вам надо достичь до 16 лет Ролан Гаррос этого года. Так, команда сзади до 12. Команда сзади до 12. Вернее, до 14. У вас до 14. До 14. Команда сзади до 14. Мальчик. Не мальчик. Не Ролан Гаррос. Не. Нет, до 14 к... World Junior Team. Окей. Не, Orange Ball, наверное. Я искал. Пусть будет. А в каком месяце World Junior Team? Нет, в феврале. Ну, то есть, если смотрим, о чем говорим. То есть мы рассматриваем только весну. Мы квалификацию рассматриваем. Ну, хорошо, распишите по финалу. Сентябрь, да? До 14 мальчики. Финал World Junior Team. Да, вот вторая команда. И последняя команда подготовка к местному турниру. То есть до 12 лет подготовка просто к местному турниру.